Это видео является продолжением к нашим 2 популярным роликам о возможностях заработка в онлайне. Если вы по каким-либо причинам их не видели, загляните в описание к этому видео, уверен, что вам будет полезно. Любой частный специалист, будь то преподаватель, психолог, юрист или тренер, может столкнуться с трудностями в поиске клиентов. Причем эта проблема не только начинающих специалистов. В жизни каждого профессионала может возникнуть ситуация, когда необходимо найти еще пару-тройку постоянных клиентов. А где и как их искать, вызывает вопросы и сомнения. Но может вы начинающий специалист или студент, который хотел бы подзаработать без особых навыков и умений, но также не знаете как. В этом выпуске мы разберем 5 самых популярных онлайн-платформ для поиска клиентов и профессионалов. После чего вы сможете понять, какой сервис подходит именно вам, а также к чему необходимо быть готовым, работая с тем или иным сайтом. Profi.ru – бывший ваш репетитор. Изначально, как можно догадаться из прошлого названия, сервис базировался на взаимодействии исключительно преподавателей и учеников. Сейчас же сервис расширился и раскрутился. О нем хотя бы раз слышал каждый и предлагает возможность найти специалистов в совершенно любой области. Преподаватели, психологи, мастера бьюти-сферы, электрики, аниматоры, няни. Список можно продолжать бесконечно. Платформа удобна как для клиентов, которые могут править запрос и ждать ответа от сотрудников сервиса, оказывающим помощь в поиске подходящего специалиста, а могут и ознакомиться с каталогом специалистов самостоятельно. Здесь также есть рейтинг и реальные отзывы. Выбирая мастера, вы можете не бояться о том, что работа будет выполнена недостаточно хорошо. Вы можете выбирать профессионала по рейтингу, а также цене. Сервис подходит и для поиска потенциальных клиентов, и не только специалистам с опытом, но и без. Чаще всего репетиторы находили первых клиентов именно здесь, постепенно расширяя базу и нарабатывая опыт. Для того, чтобы начать поиск клиентов, необходимо зарегистрироваться, заполнить анкету, а также приложить фотографии документов, в том числе диплома или справки о том, что вы студент того или иного учебного заведения и факультета. Это не обязательно, но желательно и помогает поднять лояльность потенциальных клиентов. Конечно, заработать быстро начинающему специалисту не получится, нужно запастись терпением. Анкеты специалистов показываются на сайте, но для того, чтобы она была доступна большему количеству людей, необходимо сперва наработать рейтинг. Для этого заявки можете брать вы сами. Если вы видите заявку, подходящую вам по критериям вид выполняемой работы, онлайн или офлайн, цена, сроки, то можете отправить на нее запрос, а там остается ждать решения модератора или клиента. Далее, если клиент выбирает вас, вы договариваетесь о работе напрямую с ним. Все выглядит довольно удобно, но стоит знать о том, что комиссия сайта за нового клиента может быть довольно высокой. И если вы, к примеру, занимаетесь преподаванием, то вам может понадобиться провести около 3 до 5 занятий с учеником бесплатно, чтобы отбить цену заказа. Оплачивать заказ нужно сразу, иначе есть риск не получить новые. При этом никакой гарантии о том, что клиент будет заниматься с вами постоянно. И в случае, если клиент отколется, у вас есть возможность отправить заявку на перерасчет, но не всегда удается вернуть адекватную сумму денег. К сожалению, бывает так, что человек работает себе в убыток из-за большой комиссии. Обмануть сервис и обменяться контактными данными с потенциальным клиентом до выбора им специалистов тоже сложно. Бдительные модераторы видят все, даже если вы напишете свой номер телефона буквами. Если это какая-то разовая работа, например, перевод текста или единичная консультация психолога, комиссия все равно может быть достаточно высока. Еще один минус, на который жаловались специалисты, у которых постоянные клиенты: Profi.ru любит менять оферту, не предупреждая, и считается, что вы априори согласны со всеми условиями. Поэтому найти постоянных клиентов здесь реально, но процесс не быстрый, придется сперва заработать доверие, отдать нехилую сумму в качестве комиссии, а также постоянно проверять правила оферты, чтобы не нарваться на неприятности. Юду, пожалуй, один из самых быстрых сервисов, помогающих в считанные минуты найти клиента или исполнителя. Задания здесь самые разные, как для профессионалов всего дела, преподаватели, переводчики, психологи, журналисты, музыканты, так и для желающих подработать, выполняя какую-то работу, не требующую специальных навыков. Перевести человека из одного конца города в другой, передать посылку, перепечатать текст из тетради, расшифровать аудиозапись. Для регистрации необходимо предоставить свои данные, а также заполнить анкету и, если есть, опубликовать портфолио. Далее вы выбираете из списка сфер, в которых могли бы быть полезны: здоровье, иностранные языки, курьеры и так далее. И выбираете из предложенных заявок те, которые вам подходят по цене, срокам и другим условиям. Вы можете переписываться с
клиентом непосредственно на сервисе, а можете обменяться контактами и общаться уже через другие средства связи. В отличие от Profi.ru, здесь нет комиссии за каждый заказ, и найдя себе постоянного клиента, все средства, вырученные с вашей работы, будете получать напрямую вы. Но здесь есть плата за заявки, и она разная, в зависимости от заказа и его стоимости. Есть заявки, которые стоят 36 рублей, а есть, которые 147 рублей. Чаще всего, чем выше оплата за заказ, тем и выше стоимость заявки. Есть также функция постоплата. Вы платите за заявку только в том случае, если заказчик выбирает вас. Таким образом, вы можете отправить запрос, но ничего за него не платить. Но если вас выберет заказчик, то придется заплатить от 200 до 500 рублей. Иногда игра просто не стоит таких свеч. Да и далеко не всегда работа между заказчиком и исполнителем совершается, даже если попросили ваши контакты. Минимум, сколько можно положить на счет, 400 рублей. Есть возможность приобрести также так называемые пакеты заявок. Например, за 224 рубля в день можно приобрести пакет заявок для дизайнеров. Однако желательно сперва ознакомиться с частотой тех или иных заявок вообще, потому что в некоторых сферах их может быть совсем мало, и тогда вы больше потеряете, чем сэкономите. Получается, что все же наиболее выгодный вариант по мере необходимости пополнять счет в личном кабинете. Из плюсов — отличная служба поддержки, которая готова решить любую проблему и спорную ситуацию. Из минусов — далеко не все клиенты понимают настоящие цены на рынке, а потому часто занижают стоимость. Это не значит, что здесь нельзя найти адекватных заказчиков, но и здесь придется обзавестись терпением. Но зато и постоянных заказчиков здесь тоже можно найти. К сожалению, мошенники здесь тоже нередкие гости, поэтому лучше всего все-таки пользоваться так называемой сделкой без риска. Клиент оплачивает работу заранее, но средства замораживаются на счету до тех пор, пока клиент не выполнит задание. Клиент так переплачивает сервису комиссию, но зато оба чувствуют себя в безопасности. Если клиент отказывается от сделки без риска, требуйте предоплату, хотя бы в размере 50%. Если заказчик адекватный, никаких вопросов и проблем не возникнет. Некоторые заказчики ищут исполнителей только с ИП или оформленной самозанятостью, поэтому если что-то из этого у вас оформлено, у вас априори больше шансов на получение того или иного заказа, а также больше защиты, так как обычно в таких случаях заключается контракт. Text.ru. Многие уже знакомы с сервисом благодаря его функции проверки текстов на антиплагиат. Но помимо этого у него еще есть одно достоинство. Это еще один сайт-помощник как для профи, так и для начинающих. Как и в случае с Юду, биржа исполнителей, копирайтеров, рерайтеров, переводчиков, авторов Яндекс.Дзен и авторов других письменных работ. Здесь не обязательно иметь высшее профессиональное образование в области лингвистики или филологии, но в случае, если вы позиционируете себя как переводчик, то вам необходимо будет пройти тест на знание английского языка. Если вы не наберете достаточное количество баллов, то вы должны будете пересдать его, но возможно это будет только спустя пару дней. Без данного теста на минимальный балл вы не сможете брать заказы. Если вы позиционируете себя как копирайтер или редактор, вам тоже придется сдать тест на знание русского языка. Это может раздражать, но с другой стороны, таким образом сайт помогает отсечь непрофессионалов и конкуренция будет ниже. После регистрации, заполнения анкеты и пройденного теста вы сможете просматривать биржу, где клиенты выкладывают свои задания, указывая также сроки выполнения и цену. Алгоритм действия такой же, как и везде. Вы отправляете заявку на выполнение того или иного задания и ждете решения заказчика. На сайте имеется рейтинговая шкала, причем как для исполнителей, так и заказчиков. Таким образом, видя рейтинг заказчика, вы сможете отсекать общение с наименее адекватными, отдавая предпочтение тем, кто имеет хорошие отзывы. Исполнитель же, в свою очередь, повышая свой рейтинг, точно так же может получать больше заказов за счет положительных отзывов. Постепенно, выполняя заказы, вы как бы повышаете свой ранг, и исходя из него можете брать более дорогие заказы. Кстати, рейтинг набить можно не только выполняя задания заказчиков, но и участвуя в ежедневных викторинах на различные темы. Основной минус сайта, прежде чем получать более или менее серьезные деньги, это серьезные заказы. Придется выполнить немалый список всякой мелочевки вроде написания отзывов. Зарабатывать нормально начинают с ранга кандидат, а для этого сперва придется достигнуть множества других. Сайт может быть малополезным для тех, кто проживает в Москве или является профессиональным лингвистом. Чаще всего оплата недостаточна для проживающих в крупных городах, и она более подойдет студентам на подработках. Fiverr
израильская биржа, известная во всем мире. За границей тоже весьма популярны биржи для исполнителей тех или иных заказов, в зависимости от сферы. Fiverr подходит для интернет-маркетологов, пиарщиков, даже звукоредакторов, дизайнеров, тех же копирайтеров и других творческих людей. Заказчики на сайте предлагают небольшие подработки, за каждую из которых готовы заплатить не менее $5. Регистрация довольно простая. Можно сделать это через кнопку ВК или Facebook. Заказов достаточно на любую тематику, сроки, объемы и цены. Приноровившись, можно зарабатывать хорошие деньги, так как зарубежные сайты платят больше, чем русскоязычные. Как и везде, сперва вы сможете брать только небольшие заказы. Затем, когда ваш рейтинг возрастет, можно будет брать и более серьезную нагрузку и получать более серьезные деньги. Из минусов – вывод средств может занимать несколько дней, а также ощутимая комиссия. Когда вы новичок, она сказывается на заработке. Существенный плюс – оплата в долларах или евро. Другие камни преткновения, которые могут встретиться на пути начинающих, это высокая конкуренция. Исполнителей здесь немало, и многие из них уже имеют какой-то рейтинг. Также необходимо иметь в виду, что сайт полностью англоязычный, а потому хоть какие-то навыки ведения переписки на английском языке должны быть. Для продуктивной работы также необходимо понять, как этот сайт работает, а на это тоже нужно время. Например, на сайте вы выполняете роль продавца, который предлагает свои услуги. Вы сами предлагаете какую-то свою услугу, создавая так называемый гиг. Затем он попадает в каталог с гигами других заказчиков. Здесь очень важно суметь грамотно заполнить свой профиль и портфолио, особенно новичкам, потому что выбирают здесь нередко по одежке. Удобство сайта заключается в том, что за $5 вы предоставляете только малую часть своих услуг под названием Basic. В зависимости от объема, сроков и сложности заказа, вы можете предложить клиенту приобрести пакеты стандарт или премиум, и стоить они уже будут $13 и $35. Площадки для начинающих специалистов, Psi-чат для психологов и Lowstock для юристов. Когда человеку нужно получить квалификационную помощь специалиста, они обращаются туда, где предоставлены услуги только выбранной сферы деятельности. Psi-чат. Сюда обращаются за срочной психологической помощью. Суть сайта в том, что человек получает бесплатную экспресс-консультацию психолога через 5 минут после подачи заявки. В зависимости от сложности ситуации, психолог может помочь клиенту единоразово за время демо-версии, а может предложить уже полноценную консультацию за плату. Для психологов это работает следующим образом. Необходимо зарегистрироваться, предоставив также все данные о своем высшем психологическом образовании. Студенты тоже могут регистрироваться, предоставив какой-либо документ с места учебы. Затем он оплачивает пакеты заявок 10, 20 или 50. Цена одной заявки 100 или 90 рублей. В специальном чате в Telegram появляются заявки ежедневно с интервалом в несколько минут. Там психолог видит возраст клиента, краткое описание его проблемы, иногда развернутое описание. Если психолог понимает, что мог бы помочь в той или иной ситуации, он берет заявку и должен связаться с клиентом сразу же. После проведения консультации клиент может записаться на платную сессию, а может и нет. Может оставить отзыв о работе психолога, а может и не оставить. Когда у психолога появляется 2 и более отзыва, его анкета становится доступна на сайте. И тогда не только он может искать клиентов, но и клиенты его. Сайт больше всего подойдет начинающим специалистам, которые только учатся коммуницировать с потенциальными клиентами. Также развивает свою способность принимать быстрые решения. Конечно, далеко не все консультации приводят к реальным клиентам, но это точно как минимум дает общее представление о работе с клиентами, а также помогает заявить о себе. Ведь если клиент не взял консультацию, но вы ему понравились, он точно возьмет вас на заметку и обратится позже или посоветует друзьям. Также здесь есть комиссия за платные сессии. Составляет она примерно 30% на начальных этапах, постепенно снижаясь за счет повышения рейтинга и опыта психолога. Lowstock, бывший правовоз для юристов. Создали такие же юристы, которые, изучая различные биржи фриланса, обнаружили, что услуг юристов как таковых там мало. А если возникает желание проконсультироваться с представителями юридической сферы, людям все равно приходится обращаться в офисы, что не всегда удобно. Смысл биржи в том, чтобы заказчик задал конкретный вопрос, а юристы могли бы на него ответить и при необходимости предоставить больше своих услуг. Цену здесь назначает заказчик, что помогает как заказчикам не переплачивать, так и исполнителям сразу видеть цену и понимать, готовы ли они за нее работать. Это помогает начинающим юристам, которые стоят в начале своего пути и пока только учатся применять свои знания на практике. Здесь есть и такие задания, где юристам не нужно тратить много времени. Некоторые консультации занимают всего 10-15 минут, а платят за них не менее 1000 рублей. Так как нередко возникают ситуации, когда человеку необходимо разобраться в каком-то небольшом вопросе, но в интернете слишком запутанная информация, а знать ее нужно точно. Подобные сайты и сервисы существуют и для представителей любых других профессий.
профессий. Beauty-maid для мастеров красоты, переводчик МИ для устных и письменных переводов, артистер для художников, StarNow – зарубежный сайт для актеров, музыкантов, моделей. Если вам понравился данный выпуск, ставьте ему лайк, это помогает в развитии нашему каналу. Если вы знаете какие-то любые другие сайты, сервисы по поиску работы, пишите об этом в комментариях. Другим зрителям это будет полезно. Ну и, конечно, удачи вам в поиске самых лучших заказчиков.